Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Спартак Суббота, психиатр на связи. Спартак, здравствуйте. Здравствуйте, аудитория. Здравствуйте, Александр. Да, ну что, мы сегодня, как говорится, вживую, максимально настроены на общение с вами. Уважаемая аудитория, у нас уже третий день лета, и знаете, как бы вот оно только разгорается. Не успели разобрать все, собственно, в Киеве, да, понять эту новую реальность, как уже есть определенная, скажем так, еще одни шокирующие моменты. Украина бьет по Петербургу, будем это все обсуждать. Конечно же, тяжелый удар, и отдельно поговорим с вами об эскалации перехода на тотальные рельсы войны, потому что лупят по гражданским автобусам, причем это делают, ладно там, да, когда эти новости приходили, это же там орки, а так эльфы, понимаете, и просто, ну, в общем, у нас просто стираются все грани. Понятно, что удар по Петербургу будет ответка, но ответка, как обычно, там, да, с дракой за палатку на станции метро. В общем, ситуация на самом деле закручивается, но и мир тоже преподносит такие, ну, я не знаю, это уроки чего. Трамп выходит, говорит: слушайте, а мы классно ладим с новым аятолой. Просто переворот сознания. То он строит Нетаньяху, говорит: ты дурак, тебя посадят, что ты делаешь, ты сумасшедший. То говорит: у меня теперь друг аятолла. Короче, просто что-то несусветное. Все в прямом эфире, все будем обсуждать. Буквально скажу, где можно оставить свой вопрос заблаговременно. Это клуб зрителей Шелест, закрытое такое комьюнити зрителей в телеграм-канале. И поддержать, собственно, и там пообщаться. Также можно вопрос оставить в сообществе YouTube. Сделайте это абсолютно открыто. Переходите, анонс встречи, и там уже люди оставляют свои вопросы. Будем уделять внимание, естественно, в чате трансляции, но в самом-самом финале. Вначале не пишите, потому что, ну, собственно, они убегают, улетучиваются, их не видно. Приберегите свой вопрос до финала. И опрос сегодняшнего эфира. Начнем с него. Он звучит следующим образом. Максимально пытаюсь понять, да, вот куда все идет, и, ну, как бы вычленить здравое. Да, потому что эмоций очень много. Мы про эмоции с вами поговорим. Но давайте вот из сути. У чего из этого больше шансов остановить войну? Ведь смотрите, какая душещипательная история. Все же останавливают войну, да, то есть там все же хотят как бы мира, все требуют как бы какого-то, ну, не знаю, решения ситуации. Так вот, какие, да, инструменты? Вот что реально может остановить войну? Удары по Питеру и Москве, это вот прям, скажем так, установка Зеленского, далекобійні санкции, вот это вот все, да. То есть удары вот на Россию полетело, они вот ощутили, и война закончилась. Второй вариант. Удары по Киеву. То, что там сегодня вышел Песков перед нашей встречей, и вот в прямом эфире мы встречаемся, и он говорит: ну, будут систематические, были и будут эти удары по Киеву, и, мол, в этом есть ключик к тому, что война остановится. Может быть, удары по заводам и хабам в Европе. Ну, вот когда полетит, есть такое утверждение, несколько ракет по предприятиям, дроновым или каким-то объектам. Они, кстати, публиковались российской стороной, прям с адресами, помните? То есть вот туда прилетит, и все сразу одумаются, спохватятся, и все. И еще есть четвертый вариант, это удары по лидерам. То есть конкретно надо целиться по лидерам стран. Воюющих, не воюющих. Вот один из, в кавычках, лидеров Рютте сегодня в Киеве. 4 варианта. И давайте рассматривать их как инструментарий. Понятно, что есть еще там пятый, это ядерный вариант, ядерная эскалация. Ну, давайте как бы пока это в сторону, потому что, ну, скажем так, ну, это тогда апокалипсис. Все прекрасно понимают, если полетит что-то одно, вряд ли кто остановится, будут лететь еще и еще. Причем малой мощности заряды, большой мощности. Давайте это просто отодвинем в сторону. Из 4 сделаем выбор, а в конце подведем итоги. Давайте вот с этого начнем. Вот если вот есть цель, да, чтобы войну закончить. Но опять-таки, закончить как? Ну, победой, все же хотят победы, или закончить каким-то компромиссом, который чуть больше устраивает одних, но устраивает в принципе и других, ну вот в таком духе. Какой инструментарий сейчас, собственно, у какого инструментария больше шансов?
Я скажу честно, я правда всегда больше придерживаюсь компромиссных вариантов таких вопросов, потому что острая потребность в демонстрации победы есть и у РФ, и у Украины. Ну, не могут они ее проиграть. И как верно было подмечено ранее, в одном из эфиров, я не помню точно, кто это говорил и у кого, возможно, Алексей говорил, Арестович, была сказана такая фраза, чья-то известная, что для армии, такой подпольной армии, для армии партизан, не проиграть войну – это уже выиграть. А для регулярной армии не выиграть – это уже проиграть. Получается так, что идея наступательной специальной военной операции, как они ее называют, технические войны, была со стороны Российской Федерации. Если они не получают заявленные, то есть не получают то, о чем они заявляли изначально, там денацификация, демилитаризация, что бы это ни значило, потому что под это можно засунуть что угодно. Предположим, это они реализуют. Легальный статус российского языка, русского языка, легальный статус церкви и так далее. Если они это не получают, это техническое поражение, вне зависимости от того, как много потеряла Украина. Хотя Украина потеряла колоссальное количество всего. В первую очередь, реально то, чего так боялись ультрапатриоты в Украине, что Россия хочет, чтобы Украины не стало. Ну, Зеленский к этому привел, потому что теперь у нас будет? У нас уехало огромное количество украинцев. И никогда их не вернут, они не вернутся. То есть мы понимаем, что чем дальше, тем меньше шансов, что они вернутся по причине того, что политика не... Это не жизнеспособное государство станет. И то, насколько мне приводят часто аргументы, Россия тоже не жизнеспособна, какое мне дело, но я в России не живу. Я-то украинец, меня должно интересовать, что будет в Украине, правильно? И вот идея о том, что у России тоже плохо, она меня от этого вообще как-то меня не радует, потому что я не сторонник того, чтобы у соседа было плохо, для того, чтобы мне от этого стало легче. Потому компромиссные варианты, естественно, являются наиболее такими, знаете, обеспечивающими потенциал решения этой проблемы, но их не будет, как я и вижу. Вероятность того, что война приблизится к концу, выше из 4 предложенных вами вариантов. Это если будут бить по России. Я объясню почему. Украина уже впитывает это насилие, и у нас уже народ настолько одичал в этом плане, что мы готовы терпеть что угодно, мы готовы драться за палатку в метро. Понимаете, да, насколько сильно снизились наши стандарты человечности. Вот. У россиян нету такого представления об этом, потому что мы с 22 года получаем эти все удары прям в Киев, там у меня жилье, я потом, если интересно, могу скинуть вам фото, что случилось с моим жильем в Ирпене. То есть там ничего не осталось, понимаете, то есть это ужас. И мы с этим сталкиваемся, у нас есть какое-то понимание того, что такое реальные удары, такое реальная война. В Россия очень большая, это, правда, сверхдержава, большая, с большой культурой, с огромным количеством населения, причем мультикультурное. На самом деле, это большое государство, сильно больше, чем Украина, во всех смыслах. И получается так, что там ощутить войну сложнее. Потому что Москву убить, вы сами понимаете, да, это нужно иметь либо лишиться разума, либо иметь... Так, подождите, Москва. Питер вот сегодня атакован, это же тоже вторая столица. Да. Я хочу договорить, чтобы вы поняли суть. Почему? Чтобы я был последовательным, а не, знаете, так просто сказал, как попало, я стараюсь как бы издалека зайти. Я к этому вернусь. Да. И вот что там в Москву начали бить только вот недавно. И тут в Питер. Понимаете, то есть люди, которые не где-то там далеко, а вот те, кто имеют доступ ко всем благам, те, кто имеют, скажем так, самый близкий контакт со столицей и культурной столицей Питером, никогда не был в Питере, но всегда хотелось побывать, мне так всегда было интересно, там так много, говорят, хороших мест культурных, и, в общем, и в Москву, как экономический центр. Получается так, что теперь уже это не где-то люди в Белгороде, не где-то там, не Таганрог, а это уже центры. И теперь люди это ощущают. То есть вот я смотрел видео, и как люди комментируют, как оно прилетает. Хочу сказать, стоит дать должное, не все из них там в панике, некоторые, глянь, как хлопает.
Я не знаю, какое у русских такое настроение, знаете, они смотрят, как прилетает дрон по этим резервуарам, и он там, ну, не в панике, он просто комментирует, говорит, вот такие звуки, говорит, так хлопает, давно такого не слышал. То есть, получается, теперь они это видят воочию, и вот это поменяет риторику, потому что с момента, когда мы там склоним их к денацификации и всему остальному, они только ухудшили ситуацию у себя. То есть получается так, что теперь прилетает и туда, а могло не прилетать, и не должно было бы. Потому да, я думаю, что Украину уже как бы этими прилетами не напугаешь. Они пережили такую зиму, некоторые из этих зим, первую, самую холодную там зиму тоже, и вот последнюю нет, но вот первую, когда не было электричества, я тоже пережил, и как бы уже дальше все можно смириться, уже абсолютно воля подавлена, мы уже можем смириться с чем угодно, даже с тем, что Зеленский будет править вечно, а вот в России тут сейчас начнется, сейчас посмотрим, насколько крепка у них, ну там, насколько сильна у них толерантность к тяготам лишений, потому что недостаток будет топлива, а топливо – это серьезная штука. Более того, там 10%, да, насколько говорят. Я не знаю, верите тому или нет, но по предварительным оценкам около 10% НПЗ пострадали. Потому будем смотреть, как это будет реализовываться. И вот у ребят в Питере и в Москве как бы возникнут вопросы. Так, что происходит вообще? Почему сюда прилетают? Мы же, по-моему, СВО там, а не тут. И вот это вот может вызвать... И я не к тому, что Россия согласится, прогнется, а к тому, что начнется эскалация по всем фронтам. И когда эскалация достигнет высокого уровня, тогда уже будет острая потребность в договоренности. Но опять-таки, острая потребность в договоренностях или острая потребность в вот такого типа предводителя? Вы же видите, сейчас очень просто все это раскладывается. Да? Россию систематически вот этими ударами, вот этим всем ведут, ну, потому что есть этот пример, да, ведут как бы по пути Ирана. Ну, то есть вынуждают бить, в том числе и по Европе, по другим странам, откуда исходит косвенная, прямая, косвенная угроза. Почему и прямая тоже? Потому что вот сейчас летели над там Финским заливом эти дроны, там низенько, ну, или там высоко, по ним стреляли из этих автоматов, понятное дело, они попали. Эти все кадры есть. Вот эти все, кстати, реакции, причем удивительные реакции, не только среди народа, который снимает это все в Петербурге из своих окон многоэтажек, а еще и от военных самих, которые тоже, о, ничего себе кадры я поймал. То есть, ну, какие-то там, да, то есть, у которых есть автоматы, вот он с этого автомата стреляет, популял, ну, то есть, понятное дело, там попасть достаточно сложно. Ну, в общем, вот так. Мы, понимаете, в чем вопрос? Сейчас происходит там международный форум экономический, да, то есть питерский. И Украина, которая там пишет на крыльях своих дронов, там, что вы там, тетя мнете тити, да, там, берите ведра и тушите, ну, типа что-то такого, да, там, вот, смотрите наши беспилотники. Ну, так понимаете, в чем дело? Игра же идет на то, чтобы Россия перестала мять тити. Ну, вот, в таком духе. Но тут возникает, как бы, развилка вариантов. То есть, это что? Ну, там, объявила мобилизацию. ГУР украинский прям говорит, осенью будет мобилизация. Все. Но они об этом говорили и раньше, но вот и сейчас. Да? Катастрофически не хочет Кремль и Путин идти по пути Ирана. Но их как бы берут и заталкивают в этот момент, что давайте, другого выхода нет. Надо ударить по Прибалтике, надо ударить там по каким-то немецким заводам и, в общем, поднять вот эту всю историю. Такое ощущение, что у кого-то есть план по этому поводу. И план, похоже, явно не московский. Ну вот явно не кремлевский. Поэтому они так с нежеланием по нему и ведутся. Многие проводят параллели между 22 и 26 годом, потому что, ну вот условно, представить такое, что там армия заходит в чужую страну и давай там вот это СВО проводить, да, двигаться к Киеву, забирать большие территории, где-то с боями, где-то без боя и так далее. Этого никто не мог предположить. До сих пор там россияне, украинцы говорят, да как так могло случиться? Но вот подтянули. Сейчас мы наблюдаем некоторый похожий процесс. Не вяжется ли Россия в чужую игру, если все-таки путем Ирана пойдет?
Если не пойдет, то получается, мнут, терпят и вызывают это недовольство. На этом британские всякие сетки и разного рода товарищи, да, агенты, они сейчас очень сильно играют. И самый-то главный вопрос, да, вот вы так отмели как-то украинцев и сказали о том, что да ну что-то мы уже ко всему привыкли. Ну, я бы так не сказал, что ко всему привыкли. Ну, вот только-только таскали там, собственно, тела погибших из Киева, да, и вот эта вот картинка этого апокалипсиса в Днепре жесточайшая, когда там дрон влетает в одно и то же здание 2 раза подряд, то есть один дрон, второй дрон, то есть ужас, да. А тут у нас от крайнего, ну, такого, ну, шока, и Зеленский выходит, никто не комментирует, меньше гораздо этих голосов, что попали по гаражам в сарай какой-то. То есть, видимо, попали. Видимо, и Зеленский выходит, говорит, вот бьют по нашим разработчикам дронов. То есть, видимо, достигли каких-то целей. И вот одно состояние вчера, и вот посмотрите, какое состояние сегодня. Эх, в Питере пить будем, бить. Понимаете? То есть, такое ощущение, что на фоне большой геополитической игры и игры Запада с Россией, ну, как-то так вот вообще как-то похабно играют с мозгами украинцев. Александр, с мозгами украинцев, с остатками этих мозгов играют, ну, постольку, поскольку они уже их разменивают, там уже никто не считается ни с мозгами, ни с чем. Все умы либо мертвы, либо уехали. А те, кто остался, ну, это уже люди, которые как бы они готовы к любому исходу. Я не говорю о том, что это хорошо, что они молодцы, крепкие, готовы к любому исходу. Наоборот, я говорю о том, что там характер полностью подавлен, они уже ничего не могут выражать. В этом смысле я не говорю о том, что украинцы такие молодцы, все терпят. Я, ну, типа, совсем там справиться, потому что я говорю о том, что у них нет альтернативы. Это безальтернативный метод. Они просто ориентируются на то, что у них сейчас есть, и все. Хорошо ли это? Нет, это плохо, но это делает их устойчивыми к такой нагрузке. А вот смогут ли выстоять россияне от такой нагрузки, ну, мы скоро проверим. А вот что такое не выстояли? Подождите. Ну, чтобы мы предметно говорили. Что такое не выстояли? Объясню. И почему украинцы выстояли 5 лет войны, ну, 4,5, а россияне не выстоят? Объясню. Для того, чтобы мотивироваться для украинцев, достаточно было самой дешевой, самой убогой популистской формы. Мы воюем с врагом, который... Ну и понятно. И у нас этот нарратив, нам же он вбивался в голову очень долго. Ну, вы сами понимаете, еще начиная с Майдана, армия Мовавира, вот эта вся история, нам постоянно лгали. И мы эту ложь так часто слышали, что многие, не все, но многие в нее поверили. И у нас появилась категория людей с когнитивными отклонениями, ультрапатриоты, которые, в принципе, ну, вообще быть патриотом государства Украина в данный момент, когда правители с тобой не только не считаются, ты для них просто ты налогоплательщик, который дает им деньги. И вот люди не понимают, что управленец в наше время сильно определяет качество государства. Я не говорю страны, качество государства. У россиян другая может быть ситуация. Дело в том, что для них СВО – это благое дело. То есть они думали, что они делают что-то хорошее, так же, как и украинцы думали, что они защищаются. Но СВО проводится на чужой территории, в этом-то дело. Как отреагирует нервная система людей, когда, скажем так, когда война начинает происходить на их территории, и могут ли они ощутить преимущество от этого? Например, украинцы понимают, что у них там они теряют территории, или там теряют качество жизни, потому что там бьют по электроэнергии. Но не может этого почувствовать пересечный россиянин, то есть он не может этого в полной мере ощутить. И посмотрим, какая будет реакция. Может быть, наоборот, они, знаете, мобилизируются, скажут, давайте мы будем мобилизироваться, будем воевать с Украиной, уже на самом деле войну устроим. Не надо это называть СВО. Я не знаю, я не говорю о том, что будет именно так. Я просто говорю, что мы пока не знаем, сможет она отреагировать эффективно или нет. По поводу ситуации, что бьют по людям, да, вот я вообще не поддерживаю историю того, как бьют по мирным жителям. Меня это возмущает в любом случае, что по россиянам, что по украинцам. Я считаю, что это абсурд. Просто последние несколько обстрелов, которые происходят, там обстрел возмездия, абсолютно иррациональный. То есть этот обстрел возмездия иррациональный, потому что
они попали в депо. Ну, это что получается теперь? Супер-мега-специалисты натовские не смогут добраться, или там ССОшники не смогут добраться до места назначения на троллейбусе. Ну, это же смешно. Или там, допустим, попали в важный, серьезный объект, центр принятия решений ЖК Медовый, причем в квартиру рядом с... это соседская квартира уборщицы, которая убирала в тренажерном зале, в который я ходил. Это сильно важный центр принятия решений. Но то, что демонстрируют сейчас сами россияне, когда показывают, вот снимают видео, вы эти видео, я думаю, видели в Питере, они показывают, что попадают четко по резервуарам. То есть это серьезная проблема. Сейчас те объекты, которые попадаются на территорию Украины, смотрите, одно из двух, либо уже важных объектов на территории Украины просто не осталось, значит, я тоже допускаю. Знаете, уже все, что можно было поразить, поражено, и поэтому Украина вывезла всю в Европу всю... А тут, кстати, видите, как она меняется тогда идея? Это война может закончиться, если будет бить по Европе. Но тут нужно двигать, понимаете, смотреть, как это лучше оформить, потому что на самом деле производство дронов в Украине уже не такое колоссальное, как было раньше. Сейчас производство за границей вывезли, понимаете, Европа благосклонна. Они же воруют тоже, как и украинцы. Им выгодно, чтобы война продолжалась. Давайте мы будем делать дроны тут, сюда русские не ударят. Если ударят, то как мы, как натовским кулаком покажем. Потому в Украине одно из двух. Либо россияне стреляют как попало, ну, то есть не метко, никуда не попадают. Либо, и причем, ну, очень дорогостоящие обстрелы. Либо уже ничего просто не осталось в Украине, что поражать, и нужно просто стрелять для того, чтобы демонстрировать, что есть какая-то реакция. Нельзя не реагировать ни на Старобельск, ни на что-то. Нельзя тут не еще реагировать. вопрос целей, понимаете? Если мы вот так вот заходим в эту тему, я хотел бы, чтобы мы были, ну, там, старались, по крайней мере, быть объективными, вопрос тоже в целях заключается. Потому что все прекрасно понимают, что цели в гражданском секторе в Украине, да, есть спецификация наводчиков, да, это там показывают каких-то там пацанят, каких-то 18-летних, которые по телеграмму там с ФСБшниками списались, и там чего-то где-то фотографировали уже после обстрела, типа вот, и ему там сразу госизмену, все дела, отслужились, кому-то звезда прилетела на погон. Это не тот момент, это не то, что нам рассказывают. Но есть цели. Цели сливают иногда ложные, цели иногда... Это тоже такая история. Плюс размещение. Все прекрасно... Ну, у вас информация по поводу этого ЖК, но там вот тоже на правом берегу, вот там, ну, в центре, там пострадал, и все показали, как... Ну, это правда больно смотреть. Дорогущие автомобили, они... Ну, там попало в автосалон, да, там какие-то спасли, какие-то не спасли, это вот в Киеве. Но все прекрасно, местные, все прекрасно знали, что в здании напротив. Ну вот, да, и кто там сидит, условно. И поэтому, нет, понятное дело, что это большой ущерб бизнесу, ущерб людям, прилетает в дома, да, но как бы... Понимаете, в чем дело? То есть, вот когда ты поговоришь не в Ютубе или там не на публичном, а вот как вот с людьми, которые там находятся в Киеве, в Киевской области, они такие удивительные вещи рассказывают, понимаете? И причем это все у них рядом с ними под боком. Ты ничего не сделаешь, чтобы этого там не было. Ты можешь только ноги в руки и убраться оттуда, если там переживаешь. Но, тем не менее, эти цели есть. Я не говорю, что они там точно попадают. Я не говорю, но квадрат... Понимаете, какой-то, да, он в зоне риска. И все прекрасно понимают, что елки-палки, то есть вот такая война. Когда перенаряжают условно там под гражданские объекты какие-то военные грузы, то есть это мы сталкиваемся постоянно в видео, в разных сообщениях, да. Но тут же это не отменяет вот этого цинизма, о котором вы говорите, Спартак. Когда дрон... Как же преподносит, что Украина, ну там, искусственный интеллект, машинное зрение, сидит оператор за 500 километров, сидит и управляет, как в компьютерной игре, вот этим дроном, он это видит. И тут Янакиево случается, тоже в этот день, когда четко на камере видеонаблюдения соседнего здания, проезжающий мимо автобус, был поражен дроном. Украина не комментирует. Понимаете? И я тут хочу сказать спасибо, что Украина это не комментирует. Потому что обычно эти комментарии звучат в публичном пространстве сами себя.
Ну, это типа провокация, рязанский сахар, это россияне ударили, чтобы потом обвинить Украину. Вот этого вообще лучше не слушать, потому что шарики за ролики заезжают, вы как специалист, поэтому прекрасно понимают. Лучше, правда, молчать, понимаете, чем как отработали по Старобельску, ну, пропагандисты, которые за офис президента начинают рассказывать, что это были не дети, что это там вообще там этого не было, показывать какое-то видео из Луганска в колледже, где приходят и учат там молодежь дронами управлять. Поэтому лучше прям промолчать. Но с другой стороны, эта спираль молчания заводит нас в тотальную войну. Когда с одной стороны невозможно проехать по гражданским трассам на неподконтрольной украинской территории, следующий логичный шаг, что этого нельзя будет сделать на подконтрольной украинской территории с другой линии, с другой стороны линии фронта. Получается, человеческая жизнь ее ценность равняется плевку где-нибудь на асфальте рядышком. Да, понимаете, в этом-то самая большая проблема. Это то, с чего я начал, что я не считаю, что можно называть хоть какое-то поражение мирных граждан какой-то целью, задачей или вообще, в принципе, называть это каким-то успехом. Это досадно всегда. Ну, то есть это от того, что, смотрите, от того, что ВСУ будут поражать так называемые цели, на самом деле мирных граждан Российской Федерации, от того, что армия РФ будет поражать украинские объекты, дома, квартиры и все остальное. Во-первых, война не закончится. От этого, ну, как бы война не заканчивается. То есть война заканчивается не тогда, когда по мирным гражданам попадает, а тогда, когда там страдают центры принятия решений, тогда, когда страдает инфраструктура, тогда, когда влияет на ход войны, ну, какие-то серьезные, совершенно другого порядка вещи. Ни квартиры, ни дома и точно не автобус. Это вообще нонсенс. Понимаете, это абсурд. И в данном случае я абсолютно с вами согласен, да и в принципе это была моя позиция, что обстрелы людей мирных они не решают. Они только вызывают возмущение, они усугубляют ситуацию, не решается проблема ни с одной, ни с другой стороны. Но если, допустим, россияне не радуются там победам против мирного населения в Украине, потому что нету дегуманизации, то есть никто не демонизирует и не дегуманизирует украинцев. Ну, то есть россияне не говорят, я не слышал таких позиций от россиян, что украинцы это не люди, понимаете? Но я это много раз слышал от украинцев, что россияне, русские не люди, что там детей вообще можно и убивать, и ничего страшного. Но опять-таки я это слышал не от военных, это тоже нужно понимать. Я слышал это от мирных граждан, которые, ну, на самом деле, просто как бы вряд ли бы когда в жизни в руки оружие взяли бы. Просто умничают, городят какую-то чушь и не знают, что такое реальная смерть. Не знают, что такое страдание. Ну, где-то там увидели что-то и популистски выделываются и рассказывают ерунду. Вот. В этой Почему, ситуации... посмотрите, почему, на ваш взгляд, нет хотя бы ну, какого-то политеса? Вот сегодня, Объясню. вот Да, смотрите, сегодня объясню. сообщение было, ну, это вот прошло оно, да, от нацполиции, что в апреле 22 года там ракета Х-101 попала в Одессе, в ЖК. И показали фотографии, вот эти пилоты, вот эти, ну, летчики, и типа расследования, в общем, приговоры заочные, ну, вот это вот все. То есть юридически, да, вот такой ответ. Апрель 22-го. Ну вот вышли бы и сказали, мы разбираемся, мы расследуем, мы, потом бы сказали, это мы расследовали, а это там не мы, например, или там мы, или как вот американцы с этой школой девочек. То есть почему вот на это вообще все забили? Потому что это не приносит результата. Понимаете, в чем дело? Для них это не результативно. Это то, что поднимает возмущение, и то, что не решает ни одной из задач. А для них, если это не решает никакой задачи, это трата времени. Они считают, что это просто, ну, как бы обесценивает их политический труд. Простите меня за такую формулировку абсурдную. И я скажу вам, Александр, что в этой истории я наблюдаю одну из таких когнитивных ошибок. Ну, это больше логическая ошибка, но она относится к ряду когнитивных искажений. Называется она апелляция к незнанию. Я объясню, что это значит. Представим Вы, себе ситуацию. кстати, сегодня апеллировали к незнанию.
Да. Типа, а Потому что будет? Ну, мы не знаем, но они... мы не знаем. Следовательно, если мы не знаем, мы принимаем решение, исходя из того, что мы знаем, но это ошибка. Потому я сразу обозначил, что нужно понимать, что есть ряд моментов, где мы можем только догадываться, и это будет неправильно все равно. И вот апелляция к незнанию – это такая когнитивная ошибка, при которой, если у нас нет альтернативной информации, ну, то есть мы не имеем этой альтернативной информации, то есть мы не знаем, как будет, если мы сделаем таким-то образом, значит, та информация, которая у нас имеется, автоматически становится правильной. И получается так, что если мы вот делаем так вот, допустим, нам выбираем из 4 альтернатив, но не имеем там 5-ю и 6-ю, то любое принятие решения будет ошибкой. Ну, базово, потому что мы не рассматриваем альтернативы, и у нас нет больше информации. И потому здесь апелляция к незнанию очень хорошо работает, и, кстати, у российских политиков и украинских политиков. Например, смотрите внимательно, мы не знаем, если мы заключим с ними мир, вдруг они на нас снова нападут. Нет никаких аргументов, кроме предположительных, нападут русские снова или не нападут. Дальше. Если мы договоримся с украинцами, есть вероятность, что они нас обманут. Обманут, и вот это приведет к ухудшению нашей ситуации. Мы тоже не знаем, есть подтверждение этому или нет. У нас есть предположение, это первое. И второе, что у нас еще есть, у нас есть негативный опыт. И у украинцев, и у россиян. Украинцы уже неоднократно подставляли и обманывали Российскую Федерацию. Ну, украинская сторона. А российская сторона неоднократно угрожала. И получается так, что и РФ, и Украина апеллируют к незнанию с обоих сторон и не принимают никаких решений. А теперь самое печальное. В то время, пока эти люди сидят и не могут принять никакого решения, мирные люди просто умирают и страдают. У кого-то не будет топлива доехать на работу, его будут увольнять, качество жизни будет страдать. У кого-то жилье сгорело, у кого-то близкий умер, потому что прилетело в квартиру, у кого-то там попали в автобус, ребенок не доехал. Понимаете? То есть получается так, что пока два взрослых дядьки не могут принять какого-то решения и договориться, страдают, грубо говоря, дети. Не-не-не, тут нет, в том-то и вопрос, что дядек больше. Ну да, логично. Хорошо, согласен. Давайте так. Два взрослых дядьки, мнение которых зависит частично, и есть множество других дядек, которые диктуют этим дядькам, чего еще они хотят. И со всеми нужно считаться. Ну вот один из дядек сегодня вот Рютте приезжает. Понимаете, в чем дело? То есть Зеленский вчера говорит, будет обстрел. Ну, то есть он уже каждый день говорит, будет обстрел Киева, все приготовьтесь, ну и люди, соответственно, слушают в Киеве и готовятся, да. Он приезжает утром, смотрите, удар по нефтяному объекту, удар там по Питеру. Тут же очень интересно складывается вот этот кубик Рубика. Интересно и причудливо. Летело со стороны стран Балтии, стран НАТО. Сейчас там просто разные догадки о том, что... Ну, что догадки, кто-то апеллирует какими-то своими инсайдами, кто-то просто техническим анализом ситуации, что... Ну, вот давайте так. То ли ретрансляторы используются, то ли там через Старлинки, то ли непосредственно прям в странах Балтии это все дело клепают, и вот на какое-нибудь судно она отплывает и запускается. То ли кто-то верит, что это вот этот маршрут, который там огибает всю Россию, вот это вот по северу, 1100 километров, то есть, но все видели, с какой стороны, в общем, заходили для ударов по этим объектам. И тут Рютте в Киеве, понимаете? То есть, ну, однозначно же это как бы демонстрация вот этого, да, вот этого, ну, вот этой безнаказанности. Рютте в Киеве сразу после массированного удара по Киеву, его точно провезут, покажут, там в ЖК завезут, на обломки, на руины, и все это он посмотрит. Но... Есть, да, там создадут такой цирк. Но... Там даже если что-то не разрушено, разрушат и покажут. Но, понимаете, в чем дело? Тут тоже интересный момент. Этот Рютте приезжает в момент, когда Зеленский анонсирует новый обстрел. Он же прошлой ночью тоже анонсировал. То есть Рютте показывает, что он не боится. Зеленский показывает, что никто ничего не боится. Но говорят, бьют по Питеру, ответ будет 100%, потому что там международное мероприятие.
Вот именно поэтому будет ответ. Но этого ответа никто не опасается. И даже тема, что ПВО нет, тоже это никого не страшит. Зеленский мне пишет у себя в Телеграме, говорит, дал задачу обеспечить ПВО. А если нет, тогда поувольняю там чиновников, которые эту задачу не выполняют. Это интересно вообще. Что за подход? Как это работает? Почему все разбоялись, Спартак? Говорит, не дай бог сейчас ПВО не будет. Они говорят, товарищ капитан, это ж от вас зависит. Вы же в прошлый раз так нагрубили Трампа, у нас нет ПВО. Он говорит, меня не волнует, делайте, что хотите. Ну, понимаете, приезд Рюта, вы, кстати, обратили внимание на, скажем, не особо значимого человека. Почему? Потому что с течением времени значимость НАТО становится меньше. Больше становится значимости общего союза. Потому что сам по себе Трамп даже уже как бы не особо к этому серьезно относится. И уже участники НАТО такие типа, ну окей, 5-я статья, она как будто бы мы там соберемся, мы поговорим, а потом посмотрим, чем будем заниматься дальше. То есть никаких положительных перспектив у приезда Рюте нету, и от того, что он услышит, там что-то прилетает, что-то взрывается, совершенно не поменяется ситуация. Ну, прям совершенно. Потому что мы уже видели неоднократно приезды каких-то лидеров от мала до велика, от каких-то маргиналов реально бестолковых до суперсерьезных каких-то лидеров. Мы уже неоднократно наблюдали эти ситуации, когда они приезжали, и потом они делали видео, как они сидят в бункере, пьют чай, и общаются с нашим великим Ясно Солнышко и обсуждают, как, видите, вот русские бьют по нам. Съездите в Россию, съездите в Питер. Чего вы сегодня в Питер? Нет, летите в Питер. Люто съезди сегодня в Питер. Глянь, что там происходит. То есть получается так, что позиция подается односторонне, а мы знаем, что селективная подача информации, она формирует у людей искаженное восприятие реальности. Это первое. Второе, Рюта является заинтересованным человеком, в первую очередь финансово, во-вторых, политически заинтересованным в том, чтобы у Украины все случилось так, как хочет Украина, кавичу, потому что Зеленский, как хочет Зеленский. Присутствие Рюты на самом деле в Киеве ничего не меняет. Это просто, я не знаю, зачем они туда возят этих людей. Я уже молчу про Тихановскую. Вообще абсолютно нулевой эффект от пребывания этого человека на этой территории. Просто чтобы продемонстрировать этому Лукашенко, что смотри, как мы тебя не уважаем, мы позвали бомжиху. И завтра мы еще позовем кого-то, кто ничего совершенного в этом мире не значит. Потом мы позовем жену алкоголика. Уже ж позвали Тихановскую. Ну, в общем, суть заключается в том, что они будут бесконечно кого-то звать для того, чтобы демонстрировать свое неуважение. Почему? Потому что украинцев уже куда-то как бы особо и не зовут. Что украинцы стали какими-то, знаете, это уже такой зашквар, что звать куда-то украинцев на серьезное мероприятие, мы просто знаем, чем это закончится. Зеленский знает, по-моему, 28 языков, но вернее он на всех этих языках знает только одно слово «дайте». То есть, получается, что он полиглот, но только дайте. Все, в этом как бы его вся функция. Он уже не решает ничего, никаких политических моментов положительных для Украины. Больше того скажу, Александр, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, Зеленский даже не в курсе многих событий, которые происходят на фронте, которые эффективны. То есть то, что он отчитывается и показывает, смотрите, мы сделали паутину, смотрите, как мы бьем по этим. Это делают военные. То есть военные достаточно, в Украине военные достаточно автономны, им дали много автономии, и они с этим справляются. И чем меньше Зеленский сует свой нос в эти вопросы, тем эффективнее они работают. Потому получается так, что присутствие Зеленского в любом кругу, хоть политическом, хоть экономическом, оно просто усугубляет качество жизни украинцев. Чем меньше мы сталкиваемся с тем, что Зеленский имеет какое-то к чему-то отношение, тем эффективнее это работает. И мы видим, что за то время, когда наша армия, украинская армия, автоматизировалась и стала более-менее независимой от Зеленского. Они зависимы от поставок оружия, это все понятно. Но принятие решений у них самостоятельное. Они начинают действовать эффективно, потому что когда у тебя 24 командира, часть из которых имеют психические расстройства, а остальные не могут сосчитать до 10, это влияет на твое качество работы. Ты не можешь нормально выполнять задачу. Тебе дают реально один синелобый алкоголик какой-то, второй супер-мега-гениальный командир типа этого Карася, тоже психически нездоровый человек, умалишенный, с низким уровнем интеллекта и образованности. То есть, получается, ты наблюдаешь за тем, как тебе все на каждом этапе препятствуют выполнять твою работу.
Но представьте хирурга, который принимает решение, исходя из того, что ему будет говорить медсестра. Вот так у нас и строится все в Украине, потому Нет, ситуация смотрите, тут же усугубляется. возникает тогда другой вопрос. Очень много там таких нарративов, да, вот говорят, это российский нарратив, это пропаганда российская. Так может управление и тоже, вот вы говорите, самостоятельно. Может просто управление не там, понимаете, находится. И Тоже управление... правда, слушайте, да, это нужно учитывать, что точка, откуда будет даваться информация, приказы и так далее, она влияет на качество выполнения приказов. Потому что некоторые люди просто вне в контекста. Они говорят, нам нужно делать вот это, потому что такая у нас идея. Им говорят, смотрите, мы можем сделать вот так, потому что на данный момент у нас есть такие возможности. Нас не волнует, сделайте так. Это нужно все тоже учитывать. И по ту, и по другую сторону, мне кажется, что мы все забываем одну важную вещь, что и по ту, и по другую сторону, и по сторону РФ, и по сторону Украины находятся люди, обычные смертные люди, которым свойственно хотеть жить, которым свойственно ошибаться, у которых дома дети. А принимают решение о их смерти не те люди, которые будут страдать. Вы же поймите, никогда не пострадает, ни Зеленский, ни его ребята, да и в принципе, просто не страдают дети чиновников. Никак. Они сами не воюют, у них этой проблемы нет. Именно по этой причине я и говорю, что зона ответственности, вот когда человек принимает какие-то решения, зона ответственности напрямую влияет на качество принятия решения. Если ты принимаешь какое-то решение, ты понимаешь, что это может повлечь за собой смерть, ты как будто бы принимаешь немножко иначе это решение. Ты следишь за тем, что ты хочешь сделать, за тем, как ты будешь это делать и так далее. Я помню определение ответственности. Ответственность – это способность принять на себя статус причины того, что происходит с тобой или с другими. Это определение сформулировал такой великий советский психолог, как Леонтьев. Очень люблю советскую психологию. Лучше после этого ничего придумано не было. Потому он дал это определение, оно очень четкое. Это способность принять на себя статус причины того, что происходит с тобой или с другими. Вы где-нибудь слышали, что украинская власть сказала о том, что они являются, что причина того, что происходит такая война, это, допустим, абсолютно конченная и безнадежная риторика на всех мероприятиях, куда приезжала РФ? Нет, такого не было. То, что связано с постоянным обманом, такого нет. То есть дело в том, что ответственность на себя украинская власть никогда не возьмет. Ну так, смотрите, ответственность придется брать. И, ответственность хотя бы в том факторе, что, в том, да, эпизоде вот хотя бы вот этих жестокого размена ударов придется брать. Все прекрасно понимают там, в общем-то, и что последует за ударами по Петербургу во время международного форума. Ну, то есть, как бы парад там, видимо, сказали, не надо, да, а там Путин будет выступать, вот там сегодня, завтра, вот эти там программы, там уже сейчас какая дискуссия, да, до этих ударов была? До этих ударов была дискуссия, а что так дорого? Что мы их туда кормим, там эти все всякие там мероприятия, вот это все, вот это так в смысле? То есть, да, опять 25. А сейчас этот форум обретает новый смысл. Да, это смысл как бы защиты, это смысл, это другие как бы моменты. И понятное дело, что полетит в ответ по Украине жестко. Но украинцев, вот опять-таки, это не волнует. Я не понимаю этой радости, потому что вот нет никакой причинно-следственной связи. Как будто опять не будут бить по Днепру, Киеву, Харькову, Одессе и другим городам. Кажется, что вот мы с вами с того начинали, что вот отмирает вот эта вот причинно-следственная связь. Но тогда возникает другой вопрос. Вот сегодня разошлось видео, Мазурашу есть такой депутат, он записал звук, то есть себя снимал, как в ТЦК, или там на блокпосту. Я не вас снимаю, я себя снимаю. На совещании с министром Федоровым. Говорит, мобилизация 35 тысяч людей в месяц в Украине – это абстрактная цифра. Но мы не можем это обществу говорить. Потому что оно тогда задаст вопрос, а зачем тогда призыв вообще нужен? Если там абстрактная цифра, да? Наша задача все исправить.
с 35 тысяч 15 тысяч людей могут быть ограниченно годные, 30-40% уйти в СЗЧ, потому что вот оказалось, что из 35 тысяч указанную часть или действующих военных, или умерших, погибших, да, или вообще несуществующих людей, это вот он как бы вот, это вот рассказывает депутатам. И все прекрасно понимают, что с математикой это все плохо. Чего, чего стоят только там данные потерь Зеленского. Но бусификацию не останавливают. И наоборот говорят, что вот смотрите, в России будет вот эта вот мобилизация. Но все же понимают, что она точно не будет такой, как в Украине. Ну вот такой, да? Но тем не менее всем вот указывают, что смотрите, как они лупят, давайте все в очередь в ТЦК. Смотрите, сейчас россияне мобилизуются, нам надо еще больше людей. Получается какой-то очень, ну, скомканный вариант перспективы будущего. Как вы вот вообще видите вот этот процесс, да, который приперчен жуткими перемогами, тяжелыми ударами, драками в метро, с главным моментом мобилизации? Он снижает качество мобилизации не потому, что качество людей меняется, а потому что количество качественных людей становится меньше. Смотрите, просто приведу вам пример. В том метро, где происходила паника, находилась моя знакомая одна. Она является хорошим специалистом в области нейронаук, она нейробиолог, и она изначально врач, она хирург, она нейробиолог, она изучает все важные вопросы, связанные с нейрогенезом, то есть как работает мозг. То, кстати, я к ней претензию, кстати, предъявлю сегодня, какого хрена она на власть не работает. В общем, суть какого, в чем? Она была прям очень уверена в том, что она сказала, я останусь в Украине до последнего, никуда не уйду. Я говорю, слушай, ну типа, Наташа, ну это же как-то странно, может, ну типа у тебя же там семья, у тебя ребенок маленький. Она говорит, нет, вот я буду... Вот она была в метро в этот момент. Она говорит, я посмотрела, какую сторону я поддерживаю. Ну, то есть, типа, каких людей. Раньше я как бы думала, что я за людей. Она говорит, я вижу, до чего скатываются люди. Меняется качество людей. По говору становится ясно, что это не то, что они киевляне. Это, ну, типа, это даже не сумчане. Ну, то есть вот мы боремся за возможность жить качественно некачественной группы людей под давлением абсолютно маргинальной группы, которая дорвалась до власти. Она говорит, я приняла это решение, и вы не поверите, человек за один день просто собирает сейчас вещи, вот она уже купила билет, она улетает в Италию. Это минус один профессионал. Я допускаю, что таких людей, которые наблюдают происходящее, становится все больше и больше. А теперь у меня вопрос. Качество мобилизации от этого может улучшиться или нет? Я не говорю о том, что оно точно ухудшится. Нет. Но оно точно не улучшится. Качественных людей становится меньше, мотивированных людей становится меньше. Психически больных, инвалидов становится больше. Минимизируется качество взаимодействия с обществом. Общественный порядок нарушается за счет того, что остается меньше и меньше людей с интеллектом. Ну, имеется в виду не с хоть каким-то, там, хотя бы двузначным IQ, но, знаете, ну, то есть люди, которые умеют думать. Их становится меньше. И как бы это странно ни звучало, но все-таки есть. И с психической точки зрения есть такое понятие, как коллективный иммунитет. Например, в группе из 9 психически нездоровых людей один психически здоровый человек кажется нездоровым. С течением времени открываются, так происходит так называемое, есть эпигенетическое раскрытие, когда происходит раскрытие определенного гена под воздействием обстоятельств. Вы, возможно, наблюдали, знаете, жил себе человек нормально, это я уже зрителям больше, жил нормально, уволили с работы, умерла жена или там что-то случилось, какое-то событие, сошел с ума, спился, стал наркоманом, стал шизофреником и так далее. То есть происходит экспрессия гена под воздействием стресс-факторов, и человек реально теряет контроль над своим телом и психикой. Точно так же и здесь. Но вот среди огромной кучи людей становится все больше психически нездоровых, уязвимых, слабых, глупых, с низким интеллектом, с потенциалом волевым и так далее. Их становится меньше. Их становится больше, а людей здравых становится меньше. И по аналогии с вот этим вот, да, соленым огурцом и свежим, ну, с бочкой с соленым огурцом и свежим огурцом, если туда положить, он тоже засолится. То есть получается так, что коллективный иммунитет и ментальное сознание, оно снижается. И это приводит к тому, что маргинез становится нормой. То есть нормально быть маргиналом. Упоротым, агрессивным,
с звенящей кастрюлей на голове, с полным ненависти, не желающим заканчивать войну. Вы что думаете, это только власти не хотят заканчивать войну? Да, огромное количество людей в Украине, которые говорят, воюем до границ 91-го года, вообще давайте заберем Москву себе. Ну, таких сумасшедших хватает. И коллеги мои в Институте психического здоровья в Украине, там они работали раньше. Ты мне рассказывают, Спартак, ты не поверишь, мы сейчас смотрим на студентов, насколько низкого качества люди. То есть получается так, что остается все меньше и меньше здоровых людей, а статус психически нездоровых увеличивается, следовательно, если вы спрашиваете, как это отразится на мобилизации, ну, это напрямую связано. Качество точно лучше не станет. Может стать хуже за счет снижения количества адекватных людей, но улучшить мобилизацию не получится. Хоть Федоров, хоть кто бы на это не влиял. Тут даже дело не в самом правительстве. В данном случае уже последствия принятых решений этим правительством приводят к тому, что невозможно это исправить. До этого были шансы. Сейчас, увы, ох и ах. Ну, то есть я правильно понимаю, а в таком состоянии обществу плевать, что за вот эти потужничания и аллюзии на песню Шнура, да, ну, как бы полетит в ответ и будет хуже, ну, какая разница? Общество не способно мыслить об этом сейчас, объясню. Для того, чтобы посмотреть на эту ситуацию, посмотреть на нее как бы со стороны, необходимо совершить ментальный латеральный скачок. Человек должен резко вырасти ментально. Александр, простите, пожалуйста, как он может вырасти ментально, если он думает просто о своей безопасности, о том, чтобы не умереть? А мужчины думают о том, чтобы, если выходишь на улицу за хлебом, чтобы тебя не мобилизировали. Совершение этого латерального скачка – это больше похоже на миф. Это невозможно. И тут потому не стоит их обвинять в равнодушии, их скорее следует обвинять в неспособности. Они не могут это сделать не потому, что не хотят, а потому, что просто не способны. И да, если мы не говорим про причины, а говорим про следствие, то вы правы. Ну, кто-то же регистрирует петицию о том, что давайте запретим в метро палатки ставить. Ну, есть люди адекватные, которые говорят о том, что вы здесь не особенные, здесь, мы все в этом плане равны, у нас есть право. Да, просто палатки, это, знаете, когда уже какая-то блатота решила, что она особенная. У нас таких, думаете, людей не хватает, там у нас полно, у нас такие у власти. Это же были те же люди, кто раньше, считал, что они особенные, и почему-то их статус важнее, чем статус других людей. Таких полно, Александр. Это люди, с которыми нам не хочется даже взаимодействовать. Мы знаем таких людей, которые считают, что они просто базово лучше, чем другие, без каких-то аргументов. Не то, что они добились какого-то результата или еще что-то, а просто они лучше, потому что они так решили. Не исключаю вариант, что некоторые из этих людей это либо близкие ТЦКшников, либо сами ТЦКшники, потому что у нас есть такая тенденция, что воины ТЦК считают, что они воины. Ну, то есть, если в словосочетании воин ТЦК есть слово воин, значит, это что-то да значит. Смотришь на это просто жалкое зрелище и думаешь, боже мой. Знаете еще, кстати, что досадно? То я пришел к выводу, что ТЦК не понесет не будет никаких наказаний, не будет никакой ответственности, когда война закончится. Почему? Украинцы обречены. Понимаете, в чем дело? Украинцы обречены на плохую жизнь. Как сказал Арестович в эфире с вами, что украинцы проиграли мир. Я не знаю, выиграли они войну, посмотрим, чем это закончится, но вот они проиграли мир. Перспективы ноль. Никакой. Почему, вы спросите, почему не понесут никакой ответственности? Потому что для того, чтобы спрашивать с них, надо, чтобы та категория людей, которая осталась, имела позицию радикальную и противоположную. А люди, которые останутся, смотрите, заканчивается война, выезжает огромное количество военных уедет и не вернется. До адекватных людей, которые воевали, потому что они профессионалы. По возможности, если откроют границы, уедет еще огромное количество других специалистов и останутся упороты во многом. Я не исключаю, что останется много хороших ребят. Я ни в коем случае, знаете, не сторонник вот этого, не фаталист, что типа вот одни дураки только останутся. Нет, просто подавляющее большинство. А выражать свою позицию, свою точку зрения среди подавляющего большинства идиотов – это крайне сложно. И мало того, сложно, малоперспективно, невыгодно и влечет за собой последствия. Ты будешь быть уволен с работы, потому что ты должен придерживаться общей линии партии, что вот все правильно было и вообще надо было дальше воевать. И не дай бог ты скажешь кому-то, что ТЦК как-то неправильно поступали. Будут писать доносы. Мы ж любим доносы, что забыли?
Это да. В Берлине считают, что постепенно появляются условия для прямого диалога между Европой и Россией по вопросу Украины. Ожидается, что ключевую роль сыграет Германия, Франция, Великобритания. В Берлине предупреждают, даже если процесс сдвинется с места, реальных переговоров могут пройти еще месяцы. Ну, в принципе, то тому и надо. Вот вы говорите, после войны Буданов, который получил задание от Зеленского закончить желательно до ноября или там до зимы эту войну, он же как говорил, ну, потом после войны разберемся, кто сволочь, кто не сволочь, а сейчас у нас единение, давайте будем едины. Так может все проще, слушайте, может в Москве договориться с Европой, да и все как бы и закончится. Почему вот магией простых решений такие решения не принимаются, и к этому нет никакой перспективы? Потому что есть заинтересованная сторона, Александр, это очень понятно. Если вам выгодно, чтобы ремонт шел бесконечно, вы будете продолжать этот ремонт, даже если он будет вам шуметь на прямом эфире. До тех пор, пока вы будете получать денежку за каждый купленный там плинтус. Проблема в том, что если там слышат зрители у меня в прямом эфире, у меня чужой ремонт, понимаете? Не, я понял, я просто говорю о том, что Понимаете, в чем если дело? бы за каждый эфир, в котором люди, зрители слышат звуки ремонта, вам шли крепкие такие откаты, что вы могли бы делать свои ремонты в других местах, например, в Испании, как они это делают, то поверьте, люди бы слушали этот ремонт, и вы бы еще сказали, и вообще ремонт это правильно, это постоянное развитие. И мы вносим вклад. И понимаете, и не важно, что не вы делаете ремонт, не важно, что не вы и не ваши близкие умирают на фронте, как это с нашим правительством. То есть представьте, насколько, боже, я на это как задумаюсь, думаю, боже, о чем мы вообще говорим, Александр, вы вникните, просто вникните. Люди массово, ну вот Медичи и все остальные, массово воруют колоссальные суммы, люди умирают, просто за то, чтобы те могли воровать, и те все равно не сидят в тюрьмах. Это просто какой-то цирк. Я как-то послушаю, я иногда как-то вспомню, знаете, иногда просто отрываюсь от реальности и начинаю размышлять о каких-то больших там величины какие-то, а потом просто вспоминаю, что типа, блин, да, на секундочку, подождите. Начнем с самого простого. Люди умирают за благосостояние, финансовое благосостояние группы людей, у которых вообще нет никаких, ну, типа, интеллектуальных потенциалов. Они реально не интеллектуалы. Они не приносят никакой пользы. То есть это просто, ну, реально, это паразиты. И не просто там для украинцев, это для человечества паразиты. Сколько людей страдает? Даже в Европе люди страдают, они этого не осознают, но европейцы страдают из-за того, что Мидич, Зеленский и их свора должны зарабатывать. Да, друзья, подведем итоги нашего голосования, у чего из этого больше шансов остановить войну. 4% считают, что удары по Питеру и Москве, 9% удары по Киеву, 31% по лидерам, то есть персональная угроза лидерам способна остановить войну. Значит, 56% считают, что удары по заводам и хабам в Европе. То есть Европушку надо немножко встряхнуть, и тогда они все переполошатся, и будут вот эти вот переговоры, на которые будут месяцы нужны. Сейчас там пишут немецкая пресса, то, что я приводил вам, а так будут быстрее. Что скажете? Слушайте, кстати, вот я согласен с тем, что удара, понимаете, от того, что умирает пересечный громадянин в Украине или в России, ситуация не меняется. А если вот какой-то министр, то немножко все по-другому начинают на это смотреть. Они же неприкасаемые. Понимаете, их нельзя трогать ни в коем случае. И на фоне этого создается ощущение, что, ну вот реально, вот я, кстати, так задумывался, если бы хотел заканчивать войну, ну типа, куда бы я бил? Ну типа, я бы убивал лучника какого-то или генерала лучников. Я думаю, что если бы генерал бы умирал, демотивация была бы сильная. Ну, в принципе, не призываю никого совершать никакие преступления, убийства. Я за то, чтобы вообще никто не умирал. Я за то, чтобы они договорились просто полюбовно. Пожалуйста, уже договоритесь как угодно, сделайте так, чтобы все было нормально. Ну, тут тоже очень интересный геополитический момент вот этим ударом. Еще раз, я понимаю, что били по НПЗ, били по там вот этому судну военному, да? Ну да, кстати, по военному судну ударили. Бойкий, да, по нему ударили, в общем, по заводам. Вот Зеленский это все демонстрировал, Мадьяр это все демонстрировал. Но на самом-то деле это удар был по международному форуму экономическому, потому что, ну, в Питер летит не первый раз. Вокруг Питера, Ленинградская область. То есть, а вот тут именно время, место, вот это вот для чего это было сделано.
Интересно, что как бы сообщил Ушаков, что впервые за несколько лет официально представлены на Петербургском международном форуме американцы. Американцы будут, понимаете? То есть все как-то так вот очень и очень... Ну, как бы здесь мы воюем, а здесь рыбу заворачиваем, понимаете, в чем дело? Да-да-да. Ну, как бы, ну, американцы. Давайте, много я, кстати, встречал в соцсетях, говорят, давайте еще папу Илона Маска пригласим, россияне пишут. А чего? Приедет папа Илона Маска, Старлинки ж ни при чем по поводу этих ударов, да, то есть нормально. А этот автобус в Янаки, какая разница? Давайте папу Илона Маска будем кружить, кормить всех посекунчиками или вот этими всякими из утки карпаччо на закуске в ресторане Питерского форума. В общем, такая война, так она и проистекает. Друзья, перейдем к вашим вопросам. Спартак, режим Блиц, вопросов много. Спасибо большое, что нас смотрите. Нас больше 11 тысяч онлайн. Поставьте, пожалуйста, лайк. Это очень важно. Ввиду подсанкционности каналов, да, и ну, такой, да, достаточно нервной атмосфере происходящее. Вот Анна из клуба зрителей ремарку вам пишет. По Питеру бьют давно, года полтора как, по Москве тоже, дрон даже в Кремль прилетал 2 года назад. Знакомые люди, живущие на 2 столицы, рассказывают, что по Питеру летит каждый день, просто Россия молчит об этом по своим причинам. Привыкает человек ко всему. Соседка живет в Белгороде, даже не стала к дочери переезжать, говорит нормально все. Так что ваше предположение о том, что россияне офигеют от прилетов, вдалеке от истины. Это нарратив украинской пропаганды, он живуч, но это разгон. Как и дефицит топлива в России. Третий рейх стал испытывать проблемы с топливом, когда вынесли 90-95% резервуаров. Россия потеряла 5%. Горит знатно, можно показать волнующие видосы. Но есть цифры. Россия серьезно нарастила экспорт нефти за последние 3 месяца. При всех проблемах с портами и топливом, мне кажется, что все попадают в ловушку разного поведения России и Украины. Россия максимально молчит о прилетах, а Украина трубит. Вы, как украинец, предполагаю, проецируете поведение Украины на поведение России, а оно вообще другое. Некое когнитивное искажение получается. Спасибо большое вам. И вопрос. Слышала понятие «самоубийственное поведение нации». Что это такое, на ваш взгляд, и почему такое поведение возникает? Ну, во-первых, спасибо за такой очень рациональный подход к оценке, да. Значит, я тогда должен признать, так как мне свойственна эпистемическая скромность, мне свойственно признавать, что я могу ошибаться в каких-то своих суждениях, я скорее здесь использую эффект самореференции, то есть я оцениваю ту информацию, которую получаю, так как я не общаюсь с россиянами, в основном общаюсь с украинцами, потому что я из Украины, то ту информацию, которую я получаю, она и формирует мое представление о событиях. Поэтому спасибо большое, что внесли коррективы. С вами согласен. Пересмотрю свой взгляд на эту ситуацию. Мне свойственно менять свою позицию столько, сколько нужно, если я оказываюсь неправ. Поэтому спасибо вам. По поводу самоубийственного поведения наций. Я не думаю, что это нативная модель для поведения наций. Я думаю, что это связано с внешним управлением. И подобная ситуация может происходить только в том случае, когда происходит популяризация обратной стороны. То есть нация либо умрет, либо станет сильнее. Но мы понимаем то, что сильнее нацию сделать невозможно просто потому, что мы так решили. Для того, чтобы нация стала сильнее, нужны экономические и геополитические факторы, которых у Украины сейчас на данный этап их не было до войны, их нет во время войны, и после войны они точно не предвидятся, потому что мы лишились всего, что может быть. Следовательно, тут можно говорить даже не столько про самоубийственное поведение нации, сколько можно говорить про то, что это не суицидальный подход, это Украина – это старый дед в хосписе, который ждет, когда все это закончится, и он надеется, что за ним будут приходить его внуки, Макрон и все остальные, и будут хоть как-то помогать. А еще у него есть старший брат, который его не уважает и с презрением к нему относится. Это США. И который говорит: смотри, ты уже старый, а я еще чуть молодой, и у меня есть возможности, давай ты перепиши на меня квартиру, я смогу вложить эти деньги, и мы все потом вместе заработаем. А потом в эту квартиру заезжает враг этого человека, условный враг, который, например, Российская Федерация, и разрабатывает эту квартиру как могут, читать недра. Потому тут, скорее всего, не столько самоубийственное, потому что тут
Самоубийство подразумевает внутреннюю мотивацию для совершения этого. У нации внутренней мотивации для совершения этого нету, есть просто отсутствие мотива продолжать существование. Это немножко другое. Хотеть умереть и не хотеть жить – это вещи разные. Да, друзья, переходим к сообществу YouTube. Спартак, что нам говорит психология на примере конфликтов в метро из-за палаток? В момент опасности в человеке, как существе социальном, побеждает существо же биологическое, спрашивает Петр. Все верно, вы правильно подмечаете. Начнем с того, что у нас есть три структуры. Это неокортекс. Ну, самое логичное – это кора головного мозга, лобная доля, орбитофронтальная, дорсолатеральная, вентромедиальная часть, отвечающая за социальное поведение, аналитика, эстетическое мышление. У нас есть подкорковые структуры, например, лимбическая система, которая отвечает за эмоциональный спектр, за выживание и автоматические реакции. И у нас есть самая старая часть, ее так называют рептильный мозг. Так вот, она отвечает за автоматические действия в рамках выживания и включение симпатической и парасимпатической системы для выживания. Так вот в чем дело. У нас проблема заключается в том, что когда я 1000 раз уже объяснял про это явление, которое называется разрыв эмпатии, когда люди находятся в повышенном формате стресса, они голодные, уставшие, плохо спали, у них снижается потенциал работы неокортекса, тех структур, которые отвечают за логику, анализ и синтез, и то, что отвечает за социальное поведение и эмпатию. Она снижается. А активность принятия решений модели поведения с помощью подкорковых структур увеличивается, потому что нервная система считает, что человек не должен жить качественно, он должен выжить. У нас ни одна структура мозга не считает, что мы должны жить хорошо, просто должны выживать. И потому человек борется за свои низменные потребности, ну, самые низшие такие, знаете, я даже не говорю низшие, типа там поесть, поспать, именно просто низменные. Выдавить одного человека, завоевать его место и взять там, допустим, верх над его, ну, там, возможностями. Да, снижение качества жизни, как вы видите, будет приводить все к большим и большим конфликтам и меньшей договороспособности. А увеличение конфликтности и снижение договороспособности снижает просто потенциал выживания всей нации. Потому что нация должна быть дружной, даже в своем абсурде. А может Спартак как психолог объяснит резкую смену поведения Путина от решительного до бесхребетного? Это возраст или двойник, а оригинал где-то в холодильнике, пишет пользователь. Интересно. Смотрите, мне, я скажу честно, непонятна модель поведения Путина. Почему? Потому что если у Зеленского модель очень однозначная, и мы знаем, на что он ориентируется, то я не совсем понимаю, на что может ориентироваться Путин. Ну, во-первых, у него точно менее примитивные потребности. Это не история типа заработать денег там хватает. Это история про сохранение, может, достоинства, может, про сохранение каких-то внутренних интересов, которые нам неизвестны. Потому я не берусь ни судить, ни оценивать в случае, если у меня недостаточно информации. Правильно было бы просто получить больше информации. И вот очень скоро, я подозреваю, что буквально через месяц нам будет понятно, что же это за позиция. Да, там есть некоторые странные высказывания, например, у Путина, то он говорит, что я даже не знал, что там залетел дрон на территорию Румынии, потом мне этого не сообщали, а потом Песков говорит, мы недавно только это обсудили. То есть есть вещи, которые мне непонятны. Я не знаю, как это работает. Следовательно, мне бы хотелось посмотреть на то, как это будет развиваться. Может быть, и правда у Путина снизилась вера в победу, потому что хоть и первый комментарий был о том, что там должно, чтобы был дефицит, надо, чтобы 95% было. Но вы не понимаете, что хоть 10% это же вопрос экспорта. Это же не вопрос внутреннего потребления. 10% закрывали, возможно, весь экспорт, а 90% использовать для внутреннего потребления. А экспорт – это колоссальные деньги. Потому потеря денег, потеря ситуации, контрольной ситуации. Я допускаю, что Путин далеко не в контексте многих вещей, хотя там управление ручное не такое. Как Зеленский дал на отмашку, там делайте, как считаете нужным, я вам просто буду награды давать, называйте себя хоть полк Степана Бандеры, хоть полк, я не знаю, Дарта Вейдера, называйте себя как угодно, сделайте вот эффективно, сделайте красиво. А поляки потом Starlink отключают, ну или как грозят отключить Starlink. А поляки могут отключить Starlink Украине? Они за него платят. Вот это, слушайте, а чего мы эту не подняли тему? Ничего себе. Довольно интересно. Видите, я не в курсе, что поляки платят. Я думал, наши платят. Так, ну, слушайте, поляки отключат, украинцы будут платить за Starlink. Это не такие, я думаю, большие деньги, типа, в принципе. Нет, это большие деньги, это большие возможности. И Илон Маск, он не бессеребренник, когда предоставляет Старлинки вооруженным силам Украины, отключает там
и так далее. Поэтому тут такой очень деликатный момент вышел, и там целая Слушайте, да. череда событий, там кто-то награды возвращает Зеленскому из поляков, кто-то еще, собственно, там флаги снимают и так далее. А все почему? Не потому, что там Мельника перевезли и еще там кого-то хотят перевозить, а потому что название спецподразделения, ну там одного из подразделений Зеленский имени героев УПА придумал. Ну, это же да, это странно. Тем более сейчас. Неужели тебе это настолько надо? Неужели ты не можешь посмотреть на 2 шага вперед? Ну, то есть, это что, умудриться пересраться со всеми соседями? Это надо, конечно, иметь талант, мне кажется. Мне кажется, знаете, если эта война закончится, неважно, как она закончится, предположим, миром закончится и для России и Украины, мне кажется, поляки вспомнят, кто тут шляхта, и начнут быстро рассказывать, чем нам нужно заниматься. Потому что ну, ты такой, боже, сохрани ты уже отношения хоть с кем-то нормально. Неужели ты не способен это? Ну, может, там какая-то есть внутренняя глубокая идея, почему он должен поддерживать такую агрессивную риторику по отношению к полякам. Не знаю, но столько, сколько поляки сделали для Украины, немцы деньгами помогали, но хорошим отношением на самом старте, не знаю, поляки просто помогали колоссально, и сейчас взять так по-скотски относиться Да, очень вот странно. такой вопрос от Алекса Шевченко. Как к психологу, ну, психиатру, убийство Джорджа Флойда всколыхнуло весь мир. Убийство 18-летнего студента Генри Новака вызвало массовые протесты в Британии. Почему убийство украинцев сотрудниками ТЦК не вызывают массовых протестов? Очень важен контекст. Дело в том, что контекстуальный формат и выход из контекстуального формата делает акцент на меньшинстве. Вот смотрите, Флойд чернокожий человек. Это должно поддерживать какую-то риторику. Ну, что типа мы должны быть там за равенство и поддерживать чернокожих, там, или там, поддерживать ЛГБТ и так далее. В ситуации с ТЦК убивает и пакует обычных граждан, обычных людей, которое большинство. Ну, в Украине не сильно популярна ЛГБТ и чернокожие, напомню, у нас не так их много. Так вот, возникает вопрос, если страдает меньшинство, то это проблема. А если страдает, ну, типа обычный гражданин, большинство, то значит не проблема. Да, на самом деле так и есть, потому что степень выраженности проблемы, вот я, знаете, как я не помню, кто это сказал, убей таракана, и ты герой, убей бабочку, и ты злодей. У морали есть эстетические предпочтения. Мы Так, для ТЦК тараканы. да, значит, в продолжение бусификации Алексей спрашивает, вы как психолог, как можете объяснить, почему около половины жестоко бусифицированных на улице мужчин в итоге соглашаются все-таки пойти на фронт штурмовиком, чтобы отдать жизнь? Получается, в ВСУ есть какая-то мощная схема промывки мозгов, взятая у западных спецслужб, или бусифицированные изначально были не против пойти на фронт, но их как бы так подтолкнули этим образом? Мартин Селигман, один из президентов, чуть не сказал, он упал, господи, один из президентов АПА, Американской психологической ассоциации, в рамках эксперимента и исследования форм подчинения животных и людей вывел такое понятие, как выученная беспомощность. Выученная беспомощность связана с максимальным подавлением воли, и даже тогда, когда выдается возможность животному, человек тоже животное, потому, в принципе, любому живому существу выдается возможность спасти свою шкуру, выжить и так далее, находясь длительное время в подчинении и подавлении воли, он не принимает этого решения. Выученная беспомощность – это достаточно сильный элемент, имеющий эффект на модель поведения человека. Я рекомендую вам почитать, что такое по определению выученная беспомощность, и вы поймете, почему очень многие люди, которых мобилизировали, которые даже говорили, я никогда в жизни не пойду воевать за эту конченую власть, мне, в принципе, это все не надо, когда сталкиваются с такой ситуацией, сталкиваются с насилием, они впоследствии принимают подобное решение. Это не потому, что это их решение. Смотрите, у них нет решения идти воевать. У них просто не появляется решение защитить собственную жизнь. Выученная беспомощность достаточно легко объясняет эту ситуацию. Так, значит, перейдем к вопросам из чата трансляции. Вопрос увидел у кого-то. А куда справляли нужду 41 тысяча человек в метро? О, Господи, ничего себе. Ну и вопрос, кстати, это интересно. Понимаете, мы тут разговариваем про геополитику, знаем, что думает Путин или Трамп, а куда ходили люди в туалет. Ну, в метро в самом нету уборной. Я подозреваю, что люди брали с собой какую-то тару, это первое. А второе, выходили просто на улицу. Как правило, везде есть заведения какие-то или просто на улице это делали. Но я думаю, потерпеть одну ночь, в принципе, можно. Интересно вопрос.
И Знаете, Новостроилова. Вопрос. Может, война закончится, когда не останется украинцев, которые хотят воевать? так можно объяснить что угодно. Война закончится, когда не останется россиян, которые не хотят воевать, когда украинцев не останется, которые хотят воевать, когда не останется поляков, в принципе, европейцев, которые спонсируют эту историю, когда не останется ни одного британца, который будет... То есть, понимаете, максимальный редукционизм не приводит к решению проблемы. Ну, то есть, можно сказать, что расизма не будет, если не будет ни одного чернокожего. Логично? Вам там указывают, в метро есть туалет один, служебный. Значит, вопрос. Почему Путин не объявил перемирие на период проведения Питерского форума? Интересно. Я думаю, что Питерский форум не является просто традиционным явлением. То есть это не формат традиций. В принципе, нам, славянам, традиции важны. И я скажу так, не только традиции для славян важны, для православных. Для православных традиции играют очень важную, ну, серьезную роль. Ортодоксальный подход играет роль для нас. И мы чтем традиции, мы чтем ритуалы, и все остальное это для нас очень важно. Чего нельзя сказать по западной истории. Не все из этих стран традиции поддерживают. Я, например, скажу так, испанцы поддерживают традиции по одной из немногих причин, потому что это выходные, и потому что можно отдохнуть. У нас традиции, вне зависимости ни от чего. Наши люди готовы утром там, в 4 утра проснуться и идти в церковь, светить Пасхи, а потом в 7:30 идти на работу. Другие ценности. Я думаю, что форум не является ценностью. Более того, если будет какая-то сильная провокация со стороны Украины, это будет еще одним прекрасным поводом продемонстрировать, что Россия может ударить снова, и это будет, ну, это легитимизирует удары. Тоже, кстати, нужно учитывать. Вопрос. Верхушка Украины ударами по России, Александр пишет, провоцирует Майдан для предлога, чтобы сбежать. Типа, мы не можем ничего контролировать, мы устали, мы уходим. Киев без света, воды легче и дешевле поджечь. Ну, вот какой-то такой вопрос от Александра. Не совсем понял, если честно. Не то, чтобы не хочу на него отвечать, просто не совсем понимаю. Может, если вы поняли вопрос, перефразируйте его, то... Провоцируют Майдан ударами по России, потому что, ну, в общем, это имеется в виду после ответка. Тут пропущена ответка, что будет какой-то удар, и вот тогда будет не вмоготу, люди выйдут, а те просто сбежали, боролись как могли. Ну, вот такая логика. Не будет, я думаю, Майдана, ребята, еще раз я напомню, народный переворот не делается народом. Майдан не выгоден никакому государству сейчас вообще, кроме, может быть, самой Украины, но никто в Украине этим заниматься не будет. На что бы вы поставили? Ответка за Питер будет во время визита Рютте или после? На что поставите? Я, кстати, не уверен, что это будет именно ответка. Понимаете, что самое интересное? Песков сказал, что теперь удары будут нести систематический характер, правильно? Систематический характер подразумевает нормализацию. То есть это будет нормальным теперь бить. Это не значит, что будет ответка. Это значит, что теперь нормой будет вот такая модель, ну, ударов. Следовательно, я не думаю, что это будет ответка. Я думаю, что это просто будет стандартные удары. Ответка уже была за Старобельск, но теперь это будет просто-напросто уже систематические удары. Никто не будет отвечать. Ну да, будет уже такой своеобразный специфический график. Друзья, всем большое спасибо, что побывали в нашем сегодняшнем эфире. Спартак, благодарю за время и мысли. Спасибо большое, Александр. Спасибо, аудитория. Очень понравились вопросы. Особенно первый. Просто, честно, когнитивный оргазм получился. Спасибо вам, Александр. Приходите за этим самым когнитивным оргазмом, пока мнут тити войны. Через неделю, в среду, встретимся с Спартаком суббота. До встречи. Всего хорошего. Берегите себя и друг друга, несмотря ни на что. Добра и света. Увидимся.